Приветствую вас, уважаемые подписчики и гости моего канала. В сегодняшнем ролике я расскажу об опыте использования и особенностях пеллетного котла ВСКЗ Green 18. Для тех, кто видит меня впервые и подписался на мой канал, я расскажу вообще, что такое пеллетный котел и в чем его отличительные особенности от других котлов. И также для тех, кто смотрел мой предыдущий ролик о расходе пеллетного котла в неутепленном доме, ссылка на данный ролик в описании, смотрите, кликайте. Сегодня мы сделаем четкий замер, сколько же реально кушает пеллет, данный котел, при утеплении дома 200 мм. Дом, напомню, построен по моей технологии, без мостов холода. Ссылку на ролики по утеплению также вы можете увидеть в описании. Итак, приступим, друзья. Итак, друзья, пеллетный котел работает либо на пеллетах любых 6-8 мм, либо на обычных дровах, либо на угле. Но угля, к сожалению, у меня нет, поэтому показать я его не могу. Пеллетный котел имеет три камеры. Первая камера — это камера, в которой замонтирован теплообменник. Теплообменник выглядит таким вот образом. Чистится он специальным скребком. Вот такой вот он, округлый скребок. Далее, вторая камера. Вторая камера, открываем, это камера сгорания. Сейчас покажу ее. Вот она, выглядит таким образом. Внутри камеры сгорания находится ретортная горелка, на которую автоматический шнек подает при помощи редуктора пеллеты. А управляет этим шнеком данный контроллер. Вот выглядит он вот так вот. Ну и, соответственно, данный контроллер еще управляет количеством наддува воздуха, которое вот приходит через вот эти технологические отверстия, которые мы видим. Далее, третья камера — это ящик для золы. То есть все, что сгорает, ссыпается в этот ящик, и эту золу необходимо убирать раз в 3 недели. Ну, так же, как и чистить данный котел. Бункер для топлива. У меня в виде топлива используется белая пеллета. Соответственно, сюда можно засыпать и каменный уголь, древесный уголь. Будет все автоматически подаваться при помощи шнека. Только необходимо будет поменять программу. Если вы хотите топиться дровами, то потребуется изготовить самостоятельно вот такие вот колосники. Видео о колосниках добавлено в описании. Вентилятор наддува нужен для того, чтобы подавать воздух в камеру сгорания через специальные технологические отверстия и тем самым регулировать степень горения. Также сзади котла у нас есть выход для подключения обратной линии теплоносителя, и для тех, кто не предусмотрел на линии обратки клапан слива теплоносителя, вот есть такой вот вариант слива полностью теплоносителя с теплообменника котла. Далее, это держатель дымохода, он полностью приварен к котлу, ну и дымоход ставится вертикально. Группа безопасности, она состоит из предохранительного клапана, из автоматического воздухоотводчика и манометра, который показывает давление теплоносителя в системе. Соответственно, линия подачи, на ней установлен датчик предохранительный, когда температура теплоносителя возрастает до 90 градусов, контроллер автоматически отключает наддув и подачу пеллет. Датчик дымовых газов. У меня сделано специальное отверстие
с внутренней резьбой 1/2. Туда он вкручивается. Данный контроллер управляет вентилятором наддува, шнеком подачи топлива, снимает информацию со всех датчиков, ну и тем самым управляет полноценно всей работой котла. Задняя панель контроллера. Сюда подключается датчик дымовых газов, сюда подключается датчик открытия бункера. Он нужен для того, чтобы во время работы котла ни в коем случае нельзя открывать бункер. Ни в коем случае, потому что может возникнуть обратная тяга, и все топливо может загореться. Опять же, для этого здесь предусмотрен специальный датчик шнека, который в случае чего начинает автоматически выдавливать топливо в топку, и тем самым оно полностью перекрывает друг друга, и котел тухнет. Далее, соответственно, это датчик уличной температуры, а сюда есть возможность подключить комнатный термостат. Но я это не стал делать, потому что мне это не нужно. Сам контроллер. На контроллере показана температура теплоносителя на данный момент в системе. Здесь показана температура горячей воды, ну вот в бойлере какая она сейчас 18 градусов. Здесь устанавливается значение, которое нужно достичь, нагреть. И вот здесь устанавливается значение теплоносителя, основного теплоносителя системы. В данном случае у меня антифриз, это незамерзающая жидкость на основе пропиленгликоля. Есть модификации, где внутрь ретортной горелки устанавливается нагревательный элемент, который позволяет удаленно, то есть вы вот, допустим, даете команду либо по GSM каналу, либо через Wi-Fi, чтобы котел сам автоматически разжегся. В моей версии котла это невозможно. Я сам разжигаю его, ну и дальше он работает в автоматическом режиме, пока не кончится топливо в бункере. Итак, разжигать котел я буду при помощи вот такой вот горелки с газовым баллоном. Купить ее можно в любом строительном магазине. Дальше берем горелку и разжигаем. Разжигаем пелеты именно по периметру. Так, пелеты мы разожгли. Дальше закрываем дверцу и нажимаем на контроллер кнопку запуск. Все. Дальше котел будет делать все самостоятельно. Итак, вот у нас 36 миллиметров уровень бункера. Ну, чтобы вы понимали, с какой будет расход. Ни в коем случае вот то, что вот делаю сейчас я, не нужно делать. Ну, потому что может быть обратное возгорание топлива. Но мне как специалисту это делать можно. Вам я это делать не рекомендую. Из потребителей, пока котел выходит в рабочий режим, я расскажу. У меня вот линия подачи, это весь первый этаж и весь второй этаж. Краны открыты, соответственно, температура теплоносителя сейчас 20 градусов. Так как я только что приехал в дом, он у меня был без отопления 2 суток. Здесь у нас показывается температура линии подачи теплого пола. Про теплый пол можно посмотреть ролик, ссылка в описании указана. Соответственно, про систему отопления тоже можно посмотреть.
ссылка в описании указана, и про систему водоснабжения. Ну и также самое главное про монтаж подключения бойлера косвенного нагрева тоже можно все увидеть в ролике, которые указаны в ссылке в описании. Так, вот у нас идет работа. У нас температура теплоносителя поднимается, уже 31 градус. Как она достигнет 40 градусов, включится циркуляционный насос. И насос будет работать. Итак, самое главное, сейчас по времени 8:09. Мы сейчас засечем время. Поставим, так сказать, секундомер. Вот он у нас в режиме реального времени. Я просто ставлю, чтобы вы видели. И вот я даже покажу, чтобы было понятно, да, за какой промежуток времени поднимается теплоноситель. Ну, ровно на 1 градус. Вот сейчас идет нагрев. Подача воздуха идет 40%. Бункер у нас полный. Соответственно, данный значок показывает, что работает котел, а это работает шнек. Как только он перестает работать, значок пропадает. Вот у нас 40 секунд, 45 секунд. Вот уже на градус поднялась температура. Пока теплоноситель нагревается, я покажу. Вот есть у меня такой прибор, купленный на Алиэкспресс. Температура внутри дома 16,3 градуса, влажность 43%. Соответственно, на улице сейчас плюс 5. Ну вот потеплело у нас ноябрь, а на улице плюс 5. Причем сейчас 8 часов вечера. И 93% влажности. Ну, завтра ожидается дождик. Время 8:09. Соответственно, смотрим 20 градусов. Ну, у нас холодные батареи. Даже 19,6 градусов. Итак, прошло 5 минут. Вот у нас, чтобы не было никаких подвохов. Время у нас 20 часов 15 минут. Температура теплоносителя 43 градуса. Включился циркуляционный насос. Котел сейчас вырабатывает 18 киловатт мощности. Температура теплоносителя 50 градусов. Прошло 19 минут. Пока котел нагревается, расскажу, что я изменил в котле. Я полностью поменял всю теплоизоляцию, поставил фольгированные. Тем самым у меня характеристики теплопроводности, да, теплообменник я вокруг защитил. И тем самым котел остывает очень долго и быстрее. Скорость нагрева увеличилась где-то на 30%. Благодаря вот этому утеплению. Но пришлось его полностью разобрать. Далее, эти горе-инженеры, которые изначально разрабатывали этот котел. Котел 18 киловатт мощности, но они зачем-то поставили модель вентилятора от 35 до даже 50 киловаттного котла. Тем самым у меня расход пилет из-за этого был просто бешеный. И в предыдущем ролике, вот когда я без утепления, да, то есть там было около 3 килограммов в час, 2,5-3 килограмма в час, только потому, что инженеры неправильно подобрали вентилятор наддува. Я его поставил сейчас другой. Вот коробка стоит от ВПА 117. А изначально был, сейчас
покажу его. Изначально был вот VPA 120. Ну, то есть, если вы откроете параметры, вы увидите. И у него, причем, 83 ватта потребления, а сейчас у меня потребление 30 ватт. Ну, приличная разница даже по электроэнергии. А так, в принципе, ничего плохого, ну, о котле сказать не могу. Сталь 6-миллиметровая, достаточно толстая. Ну, у Зоты есть Зота, такие же котлы. У них абсолютно такая же сталь. У них присутствует, ну, у них более такой качественный контроллер. У них есть система автоматического розжига, сразу в базе идет. Ну и опционально GSM модуль. Есть еще турецкий котел. Турецкий котел, он называется термодинамик. Его отличие, он, да, хорошо работает, все замечательно, простецкий контроллер, но у него бункер из фольги. Ну, то есть, как бы, это тоже странно, то есть, сделать котел, а бункер из фольги. Но вот здесь, как бы, толщина стали у бункера достаточно толстая, ну, 3 миллиметра. Поэтому весь котел весит 345 килограмм. Пока вот я разговариваю, да, 22 минуты сейчас. Температура теплоносителя 57 градусов. Так, 26 минут. Котел набрал уже 63 градуса. И вентилятор наддува автоматически плавно снижает процент наддува. Ну, потому что котел достигает нужной температуры. Пока он у нас достигает 65 градусов, я расскажу вам, как правильно проверить, хорошие ли пелеты вам продали. Для этого нужен просто стакан с водой, и вы бросаете пелету в стакан. Если она тонет, падает на дно стакана, то пелета идеального качества. Если бы она плавала на поверхности воды, то, соответственно, торгаши вам продали плохие пелеты. Вот как-то так. Пока мы смотрели пелеты, у нас вот время сейчас 27 минут прошло, котел набрал заданную температуру. Берем пирометр. Кстати, вот по поводу температуры дверц. Это 52 градуса. Температура 61 камеры сгорания. И температура зольника 60 градусов. Ну, то есть обжечься невозможно. Дальше. Пойдем проверять батареи. Вот температура, значит, у нас батареи 63,5, 64 градуса. В комнате у нас также температура батареи 50, погрешность, вот, да, 60. Это самый оконечный, 61, самый оконечный радиатор, который вот у меня идет в системе. То есть, в принципе, котел вышел на заданную температуру. Дальше, значит, у нас здесь показывает прибор плюс 16 градусов у нас началось только греть. Время прошло, время 8:35. Итак, прошло 1 час 4 минуты. Температура теплоносителя у нас 64 градуса. Смотрим расход пелет. Аккуратно открываем бункер. Смотрим расход пелет. Где-то 2 миллиметра ушло. Так, 2 часа 14 минут.
Температура 65 градусов теплоносителя. В комнате у нас плюс 20. Бойлер горячей воды не включен, перекрыт, поэтому температура не поднимается. Смотрим внутрь бункера. Сколько же у нас котел съел с момента старта. Вот, впадинка чуть-чуть увеличилась. И составляет она где-то 1,5 сантиметра. 1,7 миллиметра, где-то так. Итак, 3 часа времени прошло. Температура 64. Температура в доме 21,4. Время 23:07. На улице плюс 4 градуса. Температура теплого пола 27,1 градус. Температура подачи теплого пола 57 градусов. 58. На подаче у нас 35. При всем том, что вентилятор у нас сейчас на нуле в режиме поддержания, он кратковременно включается, выключается, чтобы пелеты не затухли. Температура вот даже поднялась до 68 градусов теплоносителя. Итак, друзья, у нас получается 4 часа времени прошло с момента запуска котла, и сейчас будем считать расход пелет за 4 часа. Тем самым этот расход мы умножим на 6, получим 24 часа и получим четкий расход за сутки. Итак, вот котел у нас скушал сколько. И теперь я для того, чтобы вернуть планку обратно как было, взял электронные весы. То есть вот у нас вот эта чашка пустая весит 150 грамм. 150 грамм. И сейчас я буду насыпать сюда пелеты. Вот у меня мешок с пелетами. Я буду брать и насыпать его. Насыпать. Сначала насыплю килограмм. И тем самым ровно смогу посчитать четко расход. Итак, ровно 1 килограмм пелет. Берем, высыпаем его. Высыпаем его в бункер. Разравниваем его. Вот у нас впадина у нас уже убралась, сравнялась. Итак, еще 1 килограмм. Высыпаем его. И разравниваем. Так, насыпали еще. Высыпаем 3 килограмм. Так, разравниваем аккуратненько 3 килограмм. Теперь берем линейку и получаем наши 4, плюс тут, плюс-минус 4, вот. Как было в самом начале при запуске. Так, вот, для примера, мешок вот 15 килограмм, в нем теперь осталось 12 килограмм пелет. То есть котел за 4 часа времени скушал 3 килограмма пелет.
Итак, друзья, исходя из сегодняшнего эксперимента, мы поняли, что данный котел ВСКЗ Green 18 киловатт, отапливая помещение 100 квадратных метров с учетом включенных теплых полов на 47 метров, скушал ровно 3 килограмма пеллет за 4 часа. То есть это 750 грамм в час, то есть это где-то ориентировочно 18 килограмм в сутки за 24 часа. Опять же, хочется заметить, что я приехал, дом был холодный, и для того, чтобы его прогреть, все его стены, то есть чтобы они впитали в себя тепло, необходимо около 2 суток. Соответственно, этот расход, я думаю, уменьшится. Но в любом случае вам необходимо будет тратить около 1 мешка, будем считать по максимуму, около 1 мешка. Пеллет это 15 килограмм за сутки. То есть дальше вы можете экономику для себя посчитать самостоятельно. Все зависит от того, где вы будете покупать пеллеты, сколько будет стоить 1 килограмм пеллет. Но в среднем в Санкт-Петербурге и в Ленобласти это от 7500 рублей за 1000 килограмм до 12 тысяч рублей за 1000 килограмм. Все зависит от того, кто и как эти пеллеты продает. Надеюсь, мое видео для вас стало полезным. Вы узнали что-то для себя нового. Вы всегда можете написать мне какие-либо вопросы в комментариях. Так что подписывайтесь на мой канал. Будет много интересных видео в дальнейшем. Спасибо за внимание.